Сегодня со мной на презентацию новой формы сборной России по футболу едет самый главный эксперт по футбольным и околофутбольным делам. Петр Ярошевский, мой сын. Вот новая марка сборной России. Вот новая майка сборной России. Петя говорит все правильно. Да. Футболка новая, собственно говоря, форма. Да. Ощущение на теле как? Хорошая очень приятно. Судья, уже началась презентация! Ты тоже блогер, да? Это бывает самый лучший, великий вратарь в мире. Почему со мной не можешь? Вот это крутой эпизод. Просто ощущение человека, который лучше Рональдо. По каким-то Рональдо не критериям? забил ни одного гола. Только по этим критериям? Ну да. Ну, по этим критериям, если то удача была на моей стороне, можно так сказать. У меня просто шок, ребята. Привет, дорогие друзья! Я вернулся в Первопрестольную, и сегодня я иду на ни много ни мало презентацию новой формы сборной России по футболу. А пойду я туда не один, и я решил добавить немножко милоты в мои блоги, поэтому вам понравится. Поехали! Сегодня со мной на презентацию новой формы сборной России по футболу едет самый главный эксперт по футбольным и околофутбольным делам. Петр Ярошевский, мой сын. Привет, скажи привет всем. Всем привет. Так, скажи мне, пожалуйста, ты кого знаешь из сборной России по футболу? Черчесова, Кунфеева, который не играет. Черчесова помнишь, да? Да, как же не знать. Как он выглядит? Такой усатый, лысый и тренер сборной России. А кого ты еще помнишь? Нет, только их. А там Денис Черышев, не помнишь? Нет, я только Черчесова и Кунфеева. Кстати, Кунфеев мой любимый вратарь. Любимый вратарь. Но он, правда, из сборной уже ушел. Да. Значит, надо тебя познакомить с новым вратарем сборной, да? Знаешь, кого зовут? Гильерми. Да, он тоже классный. Ну, в Кстати, общем- вы не поверите, что я хожу на футбольную секцию. Вообще футболом начал заниматься. Поэтому тебе надо, дружок, знать всех игроков сборной. Круто! На самом деле, главный прикол заключается в том, что форму это уже, в принципе, слили несколько недель назад на каких-то интернет-форумах. Вот интересно, настоящий ли это был слив? Уже остается буквально несколько минут до презентации, поэтому узнаем скоро. Но мне кажется, все-таки те ребята редко ошибаются. Если это правда, то форма очень-очень красивая. Скажи мне, помнишь, как выглядит сборная России форма? Да. Какая она? Иногда была, красная. Красная. Как же еще? Как ты думаешь, какая новая будет? Какого цвета? Наверное, белого стиля красного или какого-то еще. Молодец. То есть какой это флаг? Какой, флаг России. Премьеру документального фильма «От края до края», который напомнит всем тем, кто об этом забывает, насколько огромная, интересная и разная страна у нас. Ну что, тут, конечно, собрался весь абсолютно бомонд, и блогеры, и ведущие, и вообще, и футболисты. Прям Где ты посмотрел этот блог, скажи, пожалуйста? все. Наверное, весь футбольный мир сейчас здесь. Футбольный российский мир, конечно же. Кто-то сегодня, между прочим, из-за презентации пропустил тренировку. Но он решил ее не пропускать. Друзья, мы на финишной прямой приготовления. Напомню про нашу инсталляцию. Вот здесь, как будто на шампурах эти мячи разрежены. Самая прелесть в том, что здесь такое рубилово футбольное. В этой инсталляции. А тут уже проходит часть ивента. И даже сам Юрий Дудь. А парни здесь рубятся. Им вообще все равно. Прекрасно. Вот она сила футбола. Самый гордый отец, потому что отец снимает. Помните его можете? Чем? Он был это настоящий мяч. Просто Это радость. настоящий. Я лучше тоже.
Снимаешь потом. Эй, нет, я сам. Снимаешь, не снимаешь. Петь, ну как я могу тебе отказать? Мне должно красное загореться. Вот, все, снимай. Ребята, мы сейчас находимся. Вы знаете Не уже болтай где. камерой. Вы знаете уже где. Мы сейчас гуляем. Сейчас мы с папой, Марин, такие. Я его коллега. Мы сейчас находимся на презентации. Так что все встретимся на презентации. Ну все, называется «Отдал камеру». Вот такой вот у меня теперь блогер вокруг меня ходит. Понимаете? Вот он, да. Вот это я понимаю вообще. Это крутая презентация. Сейчас я покажу картину, которая там горит. Вот и она там, ну не обольщайте, потому что это просто такая инфограмма, но там уже на сцене уже нарисован знак Adidas. А там написано еще. Круто, круто вообще. Тут есть много еды, много разных приколистов и мячики. Самое крутое сейчас вам их покажу и покажу, как их надо крутить. Вот они, получается, вот такие вот. Я вам сейчас кручу и покажу. Вот такие, они все одинаковые, но только крутая презентация. Что же еще может быть круче, чем презентация, которая будет через не знаю сколько, но точно я буду сниматься в самом крутом месте. Сейчас покажу, как он. Еще раз, 19:15 здесь Вот будет, там вот, и мой где совет, стоят если что, камеры. подниматься Там на... я и буду. Ребят, сейчас я нахожусь рядом с Черчесовым. Вы не поверите, папа мой снимает его. Сейчас я вам его покажу. Конечно, его не будет видно, но он снимается там точно, там все. Сейчас покажу. Вон и он. Сейчас много микрофонов, Жака говорит на разных телеканалах. Скажи мне, ты только что видел самого Черчесова, какой у тебя ощущение? Туда направь камеру. Туда направь камеру. Ты еще руководить будешь, как мне снимать, да? Ой. Там реально светящиеся палки. Круто, я хочу их просто. Откуда у него и они, я не знаю. Выросли, наверное, сами. Взяли и выросли. Так что про Черчесова? Что ты думаешь? Хороший он тренер? Крутой. Но я думаю, что это неправда. Это не Черчесов, я не знаю. Может быть, просто оклеил усы, оделся в Черчесова, побрился. Ну не побрился, а на лысо. Петь, это настоящий Черчесов, поверь мне. Самый настоящий Черчесов. Новая форма, новая футболка сборной России по футболу, в которой она будет играть в следующем году. Мы будем надеяться радовать нас, особенно в летние месяцы. Друзья, уже началась презентация. Очень крутая музыка. Я вам сейчас уже покажу начало. Сейчас. Вот и оно, начало уже началось. У меня сейчас, наверное, будет шок. Ты не слушаешь критику, не сдаешься. Ты видишь цель. Будет тяжело. Что бы ни случилось, ты остаешься собой, потому что ты такой один. Но ты не один. От Калининграда до Сахалина, от края до края нас всех объединяет футбол. Микроблогер не может оторваться. Ну, интересное же кино показывают, конечно. Как тут оторвешься от такого? Знаешь вот этого парня, Ильзата Ахметова, по которому ролик показывают? Знаешь, что он закончил ту школу футбольную, в которой ты сейчас ходишь? Офигеть. Так что если ты будешь хорошо заниматься, ты будешь как он, играть за сборную России. Такой же получитель, как у меня. Да, в той же школе, в той и ты учишься сейчас, футбольный. Прикинь, и он в сборную России теперь играет. Давай, надо заниматься хорошенько, будешь в сборную России играть, понял? От края до края, все вместе, когда мы играем в футбол.
вместе, от края до края. Чуть-чуть лучше, чем какие-то вещи. Вот все футболисты, ребята, сейчас покажу. Вот. Я ничего не ошибаюсь, что сейчас... Ну, собственно говоря, вот она уже новая форма на тех людях, которые будут ее носить в следующем году, и это прекрасно. Мне Не кажется, знаю, как вам, но мне реально очень нравится. и все, что происходило на поле. Что дальше? в Лиге Надеюсь, Чемпионов? этот парень сможет ее с гордостью поносить Это я знаю, да? и поназабивать. Дебют у него был весьма неплох. Алексей Миранчук, прошу! Кто? Главный вопрос, наверное, последних нескольких дней. Концентрация. Как быстро Алексей Миранчук уедет в топ европейский клуб? Смотрите, вы же играли Убийца Ювентуса практически. Не автобус, вы оборонялись первую игру, а тут ты включаешь телевизор и видишь, что просто... Что немногие могут похвастаться тем, что они забили 2 гола в Ювентус против Ювентуса в 2 Так играх. задумалось или так получилось? А Алексей Миранчук может. Как тебе форма? Фоточку групповая. Нет, сюда, я прошу Мардона. Так, все попадают в кадр. Едем в магазин за формой, да, завтра? Сегодня. Все-таки вот это вот сознание А того, вот и что Киля. играешь дома, при своих трибунах, это все-таки... По-моему, до сих пор очень много грустный говорит. после вчерашнего вечера, но его можно понять. Все были еще больше мотивированы, узнали, что много Надеюсь, людей грустно пришло ненадолго. и смотрит, поэтому... Вратарь сборной не должен быть грустным. Так все Сейчас мы идем с моим папой, который изумит. С чуваками говорит, там, ну, с чуваками разными. С футболистами. Вратарь сборной России. Да, вижу. Сейчас я вам, ребята, покажу. Вот он. Это вратарь. Кого зовут? Гильерми, сам Гильерми вратарь. У меня просто шок, ребята. Можешь вот так вот ее развернуть, чтобы я показал? Потому что... Вот новая марка сборной России. Вот новая майка сборной России. Петя говорит все правильно. Да. Я бы хотела такую. Да такая у тебя Вот. будет. Тебе папка купит. Так вот, вот так вот. Так. А ты не дашь причем. Футболка новая, собственно говоря, форма. Да. Ощущение на теле как? Хороший очень, очень приятно. В сравнении с предыдущей как? Уже дебют же состоялся в Да. предыдущей, получается, форме. Честно, я не помню. И та, и другая, я уверен, та была очень комфортная, и это такая же вот. Нам очень нравится. Ну, еще недавно совсем был практически в футболке «Спартак-2», да, и сейчас в футболке сборной России. Спартак 2. Ну, сам удивлен. Тяжело, конечно, это когда ты еще 3 года назад был в «Спартаке 2», а сейчас в сборной России. Вот, это фантастика. Это показывает, что работа проходит не зря. Скажи, пожалуйста, разные схемы тактические, которые, в общем, сейчас новый тренер применяет, и, собственно, тактическая схема Да. сборной России. Тебя не пугает, что может как-то это повлиять на твою Да, сборную? вообще, я думаю, нет. Главное хорошо играть, без разницы какой-то позиции. Главное хорошо играть, проявлять себя, чтобы тренер видел, что ты готов, что ты в любой момент, что ты можешь помочь сборной. Вот, так что вот самое главное, я думаю. Ну, тренер после матча с «Локомотивом», наверное, все понял, да? О себе? Я не знаю. Я не знаю. От одной игрой не делается вывод. Надо стабильно играть. Вот. Спасибо. Что носили за Аполлонский? Да, очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Ты тоже блогер, да? Да, но остальные еще там. Слава богу. Вот весь зал. Вот он. А вот мой папа. Вот это крутой эпизод. Просто ощущение человека, который лучше Рональдо. По каким-то Рональдо не критериям? забил ни одного гола. Только по этим критериям? Ну да. Ну, по этим критериям, если то удача была на моей стороне, можно так сказать. Ну вот вчера особенно весь интернет бурлил, куда уедет Миранчук. Понятно, что не будем об этом говорить, но какая страна была бы вам более симпатична? Да, много красивых стран. Я уже говорил, хочу играть в футбол, и я не знаю, где просто играть в футбол, и все.
Ну, вот играть против Рональдо вообще. Это очень круто, не только против него, против вообще такой команды. И очень здорово, что есть такая возможность. Итальянская пресса вас очень хорошо оценила, надо сказать. Спасибо им. Все, спасибо, не буду больше больше. Спасибо огромное. Папа, я вас снимал. Молодец. Больше по поводу формы меня замучили. Серьезно? Да, я говорю, столько. Давай. Вспомни свою первую вратарскую форму, в которой ты играл, самую-самую первую. Ой. Ну, я вспомню, да, это очень давно. У меня было 13 лет. Вот по ощущениям новая форма сборной России, которую ты сегодня презентовал, насколько это прорыв, насколько это все-таки другая совершенно технология уже? Но, представляю, сколько лет прошло уже, 22. Но технология совсем по-другому. Раньше форма была такой тяжелый, ты потеешь, а не все держать эту воду. И сейчас совсем по-другому. Ты потеешь, и он быстро уходит. И самое главное, чтобы было комфортно, не только красивый. Вопрос не по поводу вчера, а по поводу реакции на то, что было вчера. Да. Вот люди вчера очень сильно, многие там, знаешь, там мычали, скрипели. Что бы ты сейчас мог всем сказать одно такое, чтобы всех успокоить? Ну, ты знаешь... Касательно сборной, прежде всего. Вот, слушай, ошибка бывает, особенно такие. Я всегда думаю, что это не зря. И если случился так, чтобы я ошибался на такой важной игру, значит, чтобы какой-то причина есть, почему. Я имею в виду, что на будущее. Можно, чтобы я был расслабился, может, что-то я был уверенность. И может быть, просто не повезло? Не повезло, я это не говорю, потому что я был так уверен и расслабился на этом ударе и пропустил. И ошибка сделала меня всегда сильнее. Я первый раз такой очень, как скажем, глупость, ошибку сделал в карьере. Но всегда есть первый раз. И самое главное, что я не отпускаю голову. Я должен возвращать к себе. Я вчера, после этой ошибки, прямо в игру, я сам себя исправился, и все видели, что я не отпускал голову. Я наоборот. Но это, что я могу сказать, чтобы, это бывает. Это бывает самый лучший великий вратарь в мире. Почему со мной не можешь? Понимаешь? Поэтому идем дальше. У нас скоро уже важная игра с Краснодаром. А потом Бельгия. И потом Бельгия, да. А что по поводу Бельгии думаешь? Не страшно с такой мощной атакующей силой столкнуться? Почему? Ты вчера играл против Рональдо самого. Да, почему? Мы сейчас играем против Ювентуса, мы играем тоже против Атлетико Мадрид. Мы уже привыкли играем такие уровни. Такой страха никак и нет. Нужны твои впечатления, расскажи мне. Мне понравилось очень, конечно. Я очень теперь хочу эту форму. Форму хочешь? Да. Адидас, вы слышите? Он хочет форму. Как нам этот вопрос решить? Я думаю, что надо просто пойти в магазин и ее купить, Петь. Да. Но не знаю, когда именно. Она будет продаваться. Конечно будет, ее для этого презентовали. Красивая форма, да? Да, прикольно. А кто тебе из игроков больше всего понравился? Вратарь сборной России. Вратарь крутой, да? Да. У него есть шанс выиграть твое сердце, как его когда-то выиграл Игорь Акинфеев? Да. Точно выиграет, да? Еще там я был рядом. Еще, кстати, когда мы переодевались, пап, наверное, не заметил, там был футболист один, как раз в форме. Папа заметил, папа с ним интервью писал, между прочим. С другим. Да. С Валерией, которая девочка. Ну да, но она не в сборной России, да, играет. Она просто играет в футбол, любит футбол. Ну здорово, ты хорошо, ты наблюдательный, ты прям будущее российского футбола. Она даже где я сидела, когда смотрела iPad, тоже там была мячик крутила. Вот так вот. Ну ладно, друзья, надеюсь, вам понравился наш опасный эксперимент. Да, Петь? Да. Надеюсь, камера моя цела, потому что я просто отдал ему, он ходил с ней и снимал, как вы поняли. В общем, очень много всего интересного впереди. Очень много всего интересного, прям насыщенная программа, поэтому давайте лайкайте, шерите, подписывайтесь.
И главное, оцените, пожалуйста, работу вот этого молодого человека, потому что ему будет очень важна и нужна ваша оценка. Да. Пока, до встречи.